Всем привет! По традиции я делаю обзор состояния моей часовой коллекции не в конце года, не по итогам года, а почему-то в середине года. Так уж повелось, но я продолжаю эту традицию. И также по традиции я начинаю видео с дисклеймера. Раньше я делал дисклеймеры, уж извините, у меня все часы дешманские. Сейчас я уже так не делаю. Так уж получилось, что количество часов у меня только растет. И в прошлом году я предпринял усилия по сокращению своей часовой коллекции и продал, наверное, не меньше 10 часов. Но почему-то все равно часов остается достаточно много. Поэтому всегда находятся люди, которые говорят, что я неправильно живу и я не должен хотеть столько часов. В этом есть какое-то рациональное зерно, потому что у меня только две руки, а часов гораздо больше. Но так уж повелось. Но вариант с тем, что продать все часы и купить одни хорошие дорогие часы, для меня не подходит, потому что хочется разные стили, какие-то разные часы. Не буду больше томить, давайте приступим к обзору. И свое видео я разделю на несколько частей, и часы я тоже разделю по группам. У меня получается 4 таких основных группы. Первое — это дайверские часы, второе — электронные часы, третье — милитари или тактические часы, и четвертое — это классические или винтажные часы. И предлагаю начать с дайверских часов. Вот это дайверские часы, и начнем, наверное, вот с этих. История этих часов следующая. У меня были Seiko 5, в которых я заменил механизм 7S26 на NH36. И у меня остался неудел механизм 7S26 от Seiko. И я не мог себе позволить такому добру пропадать, поэтому я купил корпус, циферблат, стрелки, в общем, и собрал сам эти часы. Часы вышли достаточно симпатичные, мне они очень нравятся, вот, я их с удовольствием ношу. Ну и SKX007 — это такое признанная, любимая многими классика, и эти часы в себе носят образ SKX007. Еще одни дайверские часы, тоже японцы, Citizen. Их особенность в том, что заводная головка находится вот здесь в непривычном положении на 8 часов. Управляться приходится левой рукой, что не всегда удобно, особенно для тех, кто правша. У меня есть к ним резиновый ремешок, но сейчас я их посадил на браслет. Браслет довольно плохой, я бы сказал. Видите, то есть это не литой браслет, но зато он оригинальный, и у него есть diver extension, то есть расширение для водолазов. Часы мне очень нравятся, они довольно симпатичные. И кроме плохенького браслета, но это проблема решаема, такое еще неудобство, что вот заводная головка находится с этой стороны. То есть она, с одной стороны, не мешает и не упирается. Если вы что-то делаете, она не упирается вам в руку. Но если вам нужно их подвести, и вот если бы здесь или здесь я бы мог достаточно легко их подвести, то здесь мне очень трудно будет их как-то подводить или переводить. То есть нужно будет снимать и управляться ими. Вот так вот. В целом очень симпатичные часы, они мне очень нравятся. Далее это достаточно старенькие часы Certina. Достаточно старенькие часы, я бы мог их отнести к категории винтаж. Также они и дайверские, поэтому пусть они будут в категории дайверских часов. Это уже кварцевые часы. Это Swissmade, это такой признанный, достаточно устоявшийся бренд, Certina, хороший. Вот у них есть дата на 3 часа с циклопом. Честно говоря, циклоп мне как бы не очень нравится. Раньше я к нему терпимо относился. Но здесь он достаточно неплохой. И часы симпатичные. Очень плавный, мягкий ход безеля. И довольно приятный внешний вид. И вот такой интересный циферблат у них. Вот. Поехали далее. Еще один Swissmade. Это Glycine.
Это, можно сказать, подарок на день рождения. Это очень красивые дайверы Glycine Combat Sub. Мне кажется, для меня, ну, это практически идеал внешнего вида дайверских часов. Ну, мне нравится что-то похожее на Tudor Black Bay и вот такое Glycine. Тоже мне очень нравится. У них очень точный ход, чуть ли не плюс 2 секунды в день отклонения на таймграфере. Достаточно очень точно ходят. У них хороший механизм селита. Что интересно, толщина с учетом стекла и задней крышки всего 10 миллиметров. Мне кажется, это самые тонкие мои дайверские часы. Причем учитывайте, что это часы с автоподзаводом, то есть здесь есть ротор, который тоже занимает толщину, и тем не менее довольно-таки компактные. И как у предыдущих Certina Swissmade, что у них, что у этих сапфировое стекло, конечно же. Мне кажется, это очень симпатичные дайверы. Прям шик, блеск, красота. Единственное, конечно, жалко, что они не на браслете. На браслете они стоили, ну, заметно дороже. Вот. Но ничего. Ремешок тоже достаточно симпатичный. Это оригинальный Glycine. Немножко поближе покажу. Такие часики. Мне кажется, мне их жалко носить, потому что я замечаю, что я не часто их надеваю. И чаще всего ношу часы попроще. Может быть, стоит мне как бы побольше ими себя радовать на запястье. Просто так как это подарок на день рождения, который я сам себе сделал, мне кажется, я их жалею и не так часто ношу, надо это исправить. Что, поехали дальше? Следующие дайверы от Seiko. С этими часами интересно вышло. Я хотел их приобрести, потому что я хотел, чтобы у меня были дайверские часы Seiko. Потому что у меня их не было. У меня были Citizen и Orient. Я их приобрел. Это мои первые дайверские часы Seiko. К сожалению, они, ну, по мне, слишком большие. Кроме того, что они большие, они еще очень тяжелые. Они прям увесистые. Очень ощущается на руке. И они дороговато стоят, дороговато мне обошлись. И поэтому я думаю, что и раз уж они мне великоваты, я их мало ношу, я хочу их продать. То есть у меня в планах их продать. И, возможно, купить другие дайверские часы Seiko, но поменьше в диаметре. Такие есть, но, к сожалению, они стоят каких-то конских денег. И я не уверен, что я хочу тратить столько денег на Seiko. Во-первых, потому что, мне кажется, они завышают свои цены. Во-вторых, за такие деньги, за которые Seiko просят за свои часы, можно купить швейцарцев. Мне кажется, уже и Glycine, Mido, Tissot, другие какие-то часы, которые по характеристикам даже лучше. Механизм здесь лучше, точнее. Здесь сапфировое стекло, здесь минеральное стекло. То есть мне кажется, что Seiko как-то слишком уже жадничает. Вот. И их, наверное, я продам. Но, может быть, просто буду носить вот эти, потому что они достаточно симпатичные. Да, они не оригинальные, но они мои. У них есть какая-то история, которая меня с ними связывает. И они, на мой вкус, внешний вид вот этой модели мне нравится больше, чем вот этой. Ну и они компактнее. Ну и последние часы в этой группе — это вот Citizen Eco Drive. Их я носил достаточно много, и они мне нравятся тем, что это кварцевые часы, это Eco Drive. Почему мне это нравится? Потому что это часы вида взял и пошел. То есть они всегда заведены, и они всегда показывают точное время. Они более неприхотливые по сравнению с механическими часами. И меньше боятся каких-то нагрузок, ударов, вибраций и прочего, перепадов. То есть за них можно меньше переживать, то есть более свободно носить. И да, кварц, он более точный и менее прихотливый. Вот, они достаточно
симпатичные, я их очень много носил. У меня есть видео, как я подшаманил эти часы. Мне кажется, я заменил им стекло, безель. В общем, да, посмотрите. Ну, достаточно клевые. Возможно, эти часы из всей вот этой группы я носил больше всего. Для вашего удобства видео разбито на фрагменты так, что вы можете быстро перепрыгнуть к нужной модели часов. Также, если вы прокрутите вниз и посмотрите описание к этому видео, вы можете посмотреть поподробнее о каждой из моделей, которая вам понравилась. Но только в том случае, если у меня есть видео к этой модели. Также есть возможность поддержать мой канал через встроенную функцию спонсорства. Спонсорство дает более ранний доступ к видео и некоторый дополнительный контент. Буду очень рад вашей поддержке. Ну что, давайте закончим с дайверскими часами и, наверное, перейдем к часам тактическим /милитари. Первое. В этой группе это вот мои восток-командирские. Мне кажется, когда я их покупал, они были на стальном браслете, но я поставил им такой эластичный ремешок а-ля Marine Nationale. Он достаточно удобный. Вот, и мне кажется, он подходит к циферблату достаточно хорошо. С сочетанием белого и черного цвета. Это стандартные часы Восток. От амфибии они отличаются тем, что водозащита 100 метров, а не 200. А так безель вращается в обе стороны, заводная головка завинчивается. И интересно, у безеля есть вот этот треугольничек, который светится в темноте. То есть в темноте тоже можно им пользоваться. Он будет светиться. Далее у меня такие Timex Expedition. Это такие полевые часы. У них поликарбонатный корпус. Они достаточно легкие. Они не мешаются. И они недорогие. Это часы, которые не жалко. То есть если мне нужно лазить там на скалодроме или там где-то куда-то идти в поход или что-то такое, то я их могу надеть, потому что мне их не жалко, и они удобные, неприхотливые. Это такие полевые часы. У них есть Indiglo, то есть в темноте они светятся. Сейчас не будет понятно, но очень клевые, красивый внешний вид и небольшой компактный размер. Следующие часы это Luminox. Они тоже шли на браслете, и браслет был вот такого же цвета. Это корпус стальной, они достаточно массивные, а еще на браслете стальном они очень тяжелые, поэтому я вот ношу их на таком эластичном ремешке, которым тоже, мне кажется, достаточно красиво сочетается с циферблатом и по цветам, и в целом. Как вы знаете, наверное, Luminox особенность их в том, что они используют колбочки с тритием для того, чтобы в темноте они могли светиться, и светятся они годами и не требуют никакой подзарядки от света для того, чтобы светить. Ну и через 12 лет они будут светить в 2 раза менее интенсивно, но я думаю, что это приемлемо. Многие из этих часов у меня есть в прошлогоднем видео, а некоторые часы есть, мне кажется, во всех видео. То есть некоторые часы у меня уже много лет. Вот как, например, вот эти Lorus, такие часы в пилотском стиле, они из титана. У меня есть к ним и ремешок титановый тоже, но я ношу их на ремешке. Вот такой хронограф, вот достаточно симпатичный. Вот это новое приобретение. Это Hamilton или Гамильтон, как вам удобнее. Это квинтэссенция Field Watch, полевых часов. Очень контрастно читаемый циферблат, читаемое время. Достаточно красивые, на мой взгляд, очень симпатичные часы. Моя модель имеет кварцевый механизм, что неплохо, потому что они точные, они всегда подведены и показывают точное время. У них плексиглаз, стекло, что достаточно распространено для винтажных часов. И давно хотел Hamilton,
вот, наконец, получилось их приобрести. Мне они очень нравятся, они удобные и красивые. Еще что хорошо, их можно приодеть, то есть можно заменить, например, такой ремешок нейлоновый на кожаный, и они будут смотреться уже более классически. Вполне приодеть можно. Далее, эти часы, они, строго говоря, не милитари и не тактические, они больше в таком рейсинг, гоночные, да, стиль. Это Bergmann, такая немецкая торговая марка, но часы они выпускают, конечно же, в Азии. Мне очень нравится такой дизайн, такой внешний вид и сочетание цветов, черный, белый с оранжевой или красной секундной стрелкой достаточно красивые. То есть есть более дорогие модели, которые бы я хотел иметь, но, наверное, не сейчас. Чем-то они напоминают мне даже Orfino, Porsche Design и Tutimo, другие некоторые более дорогие модели, на которые пока я не готов раскошелиться. Это часы с автоподзаводом, здесь китайский механизм автоматический, но очень симпатичные часы. Строго говоря, да, они к милитари не имеют отношения, но как бы визуально они, наверное, все-таки в эту коробку умещаются. Но к милитари я бы еще отнес часы из другой коробки, на которых я долго не буду заострять свое внимание. Это QM, китайские часы с AliExpress. Они в таком стиле, что-то между Benrus, что-то между часов для боевых пловцов спецназа Великобритании или часов американской армии Вьетнамской войны. Кажется, по ходу секундной стрелки, что это механические часы, но нет, это мегакварц, то есть это кварцевые часы, которые вот 3 раза в секунду совершают. То есть они сочетают в себе точность кварцевых часов и визуальный плавный ход секундной стрелки механических часов. И плавно перейду к другой коробке. Вообще, на самом деле, 2 часов из этой коробки лишние, потому что на этом месте у меня другие часы. Эту коробку я кладу на подоконник. Почему? Потому что здесь есть окошко. Эти часы, вот эти 4 и еще одни из другой коробки, они подзаряжаются от солнца, то есть они solar, у них солнечная панель, и им нужно солнце. По-хорошему, здесь должны быть вот эти EcoDrive. Как вы знаете, EcoDrive — это часы, которые требуют солнечный свет для подзаряда. Ну и начнем с вот этих часов, тоже EcoDrive, это Citizen. Очень классные часы в пилотском стиле с логарифмической шкалой и вот дополнительной заводной головкой, которая, собственно, и управляет вот этой шкалой, где можно проводить всякие расчеты, калькуляции. Если вы помните, как все это делать, и вы оказались без других приборов, то это может вам достаточно помочь в навигации, в подсчетах. Я, конечно, этим не занимаюсь. Но что еще интересно, у них есть маленький половинчатый циферблат и дополнительная стрелка, которая показывает время в 24-часовом формате. Это интересное усложнение. Вот. И они достаточно массивные, и мне кажется, что на мое запястье они великоваты, но тем не менее я давно хотел такие приобрести, и вот пока они у меня есть, и посмотрим. Смотрим. В целом очень симпатичные. На них, конечно, не написано Nighthawk, но они похожи. Citizen Nighthawk. Довольно массивные такие. То есть, возможно, их можно было бы отнести в ту коробку с милитари и тактическим, потому что все-таки это часы в пилотском стиле. Ну, давайте следующими вот эти посмотрим. Это G-Shock. Довольно интересный у них функционал. То есть вы обратите внимание, что они по функционалу очень богатые. То есть вы видите усложнение с датой. Также 3 субциферблата. На одном из них показаны дни недели и также режимы часов. Здесь время в 24-часовом формате, а здесь... В общем, здесь и время в 24-часовом формате, и время во 2 часовом поясе. То есть можно одновременно в 2 часовых поясах
на большие стрелки и маленькие стрелки. То есть можно настроить второй часовой пояс и всегда видеть время в этом часовом поясе. Также у них есть таймер обратного отсчета и секундомер. Достаточно богаты по функционалу. Кроме того, они солнечные и они радиочасы. То есть у них есть радиосинхронизация, они принимают сигнал от радиовышки и устанавливают время, точное время каждую ночь. Далее это классика. Наверное, любимые мои G-Shock. Это G-Shock серии 5600. Во-первых, они исполнены в том же стиле, что и самые первые вообще G-Shock. Вот. И еще, что приятно, они для G-Shock достаточно компактные. То есть это одни из самых компактных G-Shock, которые я обозревал и которые я видел. И, в общем, я их достаточно много ношу. Они мне очень нравятся. Также у них есть солнечная панель, у них есть радиосинхронизация. Они довольно умные, у них есть режимы экономии энергии, у них есть умная подсветка, то есть, которая может подсвечивать циферблат при движении руки, но делает это, например, только если это вечер или только если темно. Достаточно умная. Вышла более новая модель таких вот квадратных G-Shock, которые стоят гораздо больше, наверное, в 2-3 раза дороже, чем вот эти. Но с новой технологией экрана, которые похожи на электронные чернила. Не знаю, стоит ли менять или оставить все-таки такую классику. Вот. Интересно, конечно, попробовать новые, но посмотрим. Пока вот эти меня более чем устраивают. Еще один G-Shock. Такие G-Shock получили прозвище Casio Oak, то есть за счет шестигранной формы корпуса. У меня на канале есть видеообзор этих часов. На самом деле это были желтые часы, которым я поменял корпус на черный и ремешок на черный. Вот. Но они также заряжаются от солнца. Их особенность в том, что, если вы обратите внимание, вот здесь голубеньким надпись Bluetooth, они могут синхронизироваться от Bluetooth. Удобство этого в том, что в отличие от вот таких вот с радиосинхронизацией, не везде ловят сигнал радиосинхронизации. Скажем так, вышки находятся в Германии, в Великобритании, в Японии, Китае и США. И далеко не везде этот радиосигнал можно поймать. В случае Bluetooth это не проблема, потому что у, наверное, всех людей есть смартфон. Можно подключить эти часы к специальному приложению в смартфоне, и время синхронизуется от телефона автоматически. Также через смартфон можно настроить и будильники, и даже какое-то напоминание, и там, другой часовой пояс, и практически все настройки можно осуществить через смартфон. Видео с обзором у меня есть на моем канале. Пожалуйста, если вам интересно, проходите и смотрите. Про эти часы хочу сказать, что получается так, что эти часы у меня превратились в часы для путешествий. Я заметил, что если я куда-то еду, я предпочитаю брать эти часы именно за счет синхронизации по Bluetooth. Потому что я приземлился в аэропорту и включил телефон, он меня поймал в локальное время. Эти часы нажатием кнопки синхронизировались, и они показывают точное время в этом часовом поясе. То есть куда бы вы ни прилетели, эти часы сразу будут показывать нужное время после синхронизации. Это очень удобно. Очень удобно при прилете не переводить стрелки часов, своих часов, или не переводить свои часы на локальное время. Вот так получается, что в путешествии я выбираю в основном эти часы. Про эти часы я много говорить не буду, потому что я думаю, что я сниму обзор на них. Это китайские часы North Edge. Лучше я сделаю обзор и все подробно про них расскажу. Так что оставайтесь на связи, подписывайтесь, ставьте колокольчик, и чтобы не пропустить новое видео, в общем, я про них расскажу подробнее попозже. А тем временем я перехожу к последней группе своих часов и последней коробке.
Так, это последняя коробка и достаточно большая. И надо сказать, к моему удивлению, в моей коллекции в этом году появилось достаточно много винтажных часов. Это Tissot, такие винтажные часы автоматические. Часы довольно маленькие, то есть они даже меньше, чем Seiko 5 по диаметру. То есть если Seiko 5 часто имеет 37 миллиметров, в диаметре этот, наверное, 35. И я даже сомневался, не будут ли они смотреться слишком маленькими, потому что 35 миллиметров это уже как бы из раздела женских часов, но нет. Мне нравится, как они смотрятся на моем запястье. Что приятно, часы ходят достаточно точно, несмотря на их возраст. Это довольно старенькие часы, наверное. Я уж не знаю, 70-х годов, наверное, точно. Они смотрятся достаточно приятно и ходят достаточно точно. Да, это хорошо. Я их достаточно много носил. Ну и Tissot такой признанный производитель часов, узнаваемый и достаточно добротный. Приятный серебристый циферблат. Такие вот часы. Еще одна классика. Еще одни часы винтажные, но посвежее, чем Tissot. И это Condino. И, на мой взгляд, это одни из наиболее недооцененных швейцарских часов. Почему я так думаю? Потому что Condino это не какой-то нонейм, не какая-то однодневка. Это такая уже марка с историей. Она не вчера появилась. И их часы довольно неплохие. Внутри там стоит механизм ETA. И это сапфировое стекло. И отделка циферблата и стрелок и меток достаточно качественная. То есть это достаточно качественные, хорошие, добротные швейцарские часы со швейцарским хорошим механизмом ETA. И их я купил по цене Seiko 5. Seiko 5, которая не имеет ни ручного завода, ни стоп-секунды, и у которых разброс дневное отклонение может составлять 25, 30, даже 40 секунд. То есть если точность хода уходит куда-нибудь там на 30-35 секунд, это считается в пределах нормы. Они очень недооцененные, мне кажется, часы Condino. Так что если вы хотите швейцарские часы, но не отдавать много денег, можете обратить внимание на Condino. Единственный минус вот именно этой модели, я бы сказал, что это достаточно дешевый посредственный браслет. Дешевенький достаточно. Оригинальный с логотипом. Вот. Но в остальном симпатичные швейцарские часы. Так что, если что, обратите внимание на Condino. Рекомендую. Покажу свое недавнее приобретение. И на самом деле эти часы перед съемкой этого видео были на моем запястье. Это мое недавнее приобретение. Это TAG Heuer. Я не знаю, TAG Heuer считается ли люксовыми часами. И если считается, то, наверное, это единственные люксовые часы, которые у меня есть. Но, конечно же, из люкса я могу себе позволить, или такого же из швейцарских часов я могу себе позволить только винтаж, потому что современные модели стоят довольно дорого. То есть, если я продам всю свою коллекцию, конечно, я могу купить что-то современное, но я не хочу. А эти часы довольно симпатичные. У них 60 кликов безеля. Я их в последнее время, я уж, наверное, в последний месяц ношу именно их. Сапфировое стекло и кварцевый механизм TAG Heuer 38 мм в диаметре. Есть 34 мм, я думал их приобрести, но все-таки это прям на грани 34 мм, наверное, слишком маленький. Хотя в то время, в 80-х годах, это считалось для мужских часов хороший размер. Оригинальный браслет. У них есть расширение дайверское. То есть можно их тоже расширить. Но я не могу себе представить, чтобы кто-то
всерьез будет в них плавать с аквалангом, с костюмом, с неопреновым на рукав и сверху, и поверх них оденет вот эти часы. То есть, как бы, мне кажется, это достаточно условно, вот это diver extension, расширение талазов. Вот, но вот такие часы. Еще один винтаж и тоже Swiss Made. Это вот эти Сортино. У них интегрированный браслет и такой достаточно симпатичный цвета шампань циферблат. Симпатичные, такие винтажные, наверное, эпохи 70-х. Смотрите, интегрированный браслет, это было модно тогда. Массивный достаточно корпус. Единственное, что мне в них не нравится, это то, что дни недели на испанском. Мне кажется, это не испанский, может быть французский, но мне кажется, все-таки испанский. Скажите мне, если вы знаете какой-то язык. И второе, небольшой такой момент, который мне не нравится, что такие достаточно массивные метки накладные на каждые 5 минут, но нету промежуточных для минут, поэтому примерно 11 минут или 12 минут или 13 минут, то есть достаточно условная граница, то есть очень трудно точно сказать, сколько показывает. То есть, ну, сейчас можно сказать, что, ну, скажем, 11 минут, да, а будет 12 или 13, уже будет достаточно тяжело точно сказать, какое время, но это, я думаю, что это не такая большая беда, ну, такой небольшой, скажем так, минус, это так, чтобы прибираться. Следующим образом они смотрятся на моем запястье. Такие симпатичные. А мы идем дальше. И очередные винтажные и очередные Swiss Made. Это Glycine. У них тоже механизм ETA. И я их обслуживал у часового мастера, как и предыдущие Glycine пару лет назад. И несмотря на свой преклонный возраст, они довольно точно ходят. И интересно сделано. Обработанный такой форма корпуса. Все говорит о винтаже. Я их много носил в свое время, особенно после обслуживания. Сейчас пока я их не ношу, но возможно даже продам. Но при условии, что заменю на что-то другое. Может быть, на что-то современное. Ну и еще один винтаж. Это такие часы, марка написана Superior. Это часы с немецким механизмом винтажным. Особенность механизма в том, что при нажатии на заводную головку, сейчас я вам продемонстрирую, обратите внимание, что число сейчас 5. При нажатии меняется число 6, 7, 8. То есть при нажатии на заводную головку меняется дата. И тоже достаточно симпатичные, с интегрированным браслетом часы. И очень интересный у них цвет циферблата, такой, как бы я бы назвал цвет морской волны. Я их в свое время тоже достаточно активно носил. У меня была мысль продать их и купить что-то более современное, например, Tissot PRX. Так как мне нравится вот идея с интегрированным браслетом, так как это сделано, у Tissot это сделано очень красиво. Меня немножко удерживает то, что Tissot PRX это как бы масс-маркет, что не покупали это потому, что все хотели. В это время был хайп на эти часы, и, может быть, я хочу их из-за этого хайпа, а на самом деле, как бы вот это более ценное, потому что у них есть история какая-то. Не знаю, посмотрим, но мысль такая была. Перейду к советской классике. Достаточно интересные часы, потому что это часы с автоподзаводом. Мне кажется, это конец 70-х годов, начало 80-х. Часы с автоподзаводом, день недели, дата, 23 камня. Здесь есть кнопка, которая меняет число. То есть при нажатии, смотрите, 3, 31, 1, 2,
видите, то есть при нажатии на кнопку можно менять дату. Это удобно, когда там 31 на 1 или 30 на 1, и удобно можно поменять дату. Именно эти часы, они, я думаю, всегда останутся в моей коллекции, потому что это часы моего папы, а моему папа подарил их мне. Я их обслужил у часового мастера и довольно много носил с удовольствием. А папе эти часы подарила ему его мама на окончание высшего учебного заведения. То есть это был подарок моей бабушке, моему отцу, а потом он перешел по наследству мне. Поэтому я думаю, что я буду их хранить и заботиться о них. И если мой сын будет увлекаться наручными часами, я бы передал их моему сыну по наследству. Я надеюсь, что так все сложится таким образом. Еще одна советская классика. И это мое недавнее приобретение. Это часы ракета с автопотом. Нет, это часы с ручным заводом. И это часы просто пушка. Они очень красивые. Посмотрите, какой у них циферблат, как он играет на свету. Он просто прекрасен. И браслет, хоть он и такой дешевый, из 80-х годов, но как бы там браслеты в то время были попроще, чем сейчас. Но тем не менее браслет достаточно органично смотрится и он удобен. И часы просто шикарные, просто пушка. Часто я покупаю какие-то часы винтажные, потому что современные часы, Глисин, особенно Tag Heuer и в частности Ракета, современные часы Ракета стоят достаточно дорого. А это винтажные часы, и это такая возможность для меня прикоснуться к этой марке, к этой легенде, но за какие-то вменяемые деньги. Этот год, наверное, у меня получился годом винтажа. И таким образом, вот винтажными часами я могу себе как-то позволить испытать тот или иной бренд. В данном случае Ракета. То есть современные Ракеты я, наверное, я бы не купил, потому что слишком дорого, а вот эти, они смотрятся шикарно и ходят достаточно хорошо. Если их обслужить, они прослужат долго. И, в общем, это Ракета. Поэтому это просто пушка, я считаю, хорошее приобретение, мне они очень нравятся. Я их достаточно много носил, когда приобрел, но потом в последнее время стал вот эти носить, потому что это более свежее приобретение. В общем, Ракета очень классно, мне нравится, я просто наслаждаюсь ей. Постепенно я заканчиваю с винтажом. Я уж не знаю, справедливо ли относить вот эти Зодиак к винтажу. Но они достаточно интересные. Это первый мой Зодиак. Я уж не знаю, насколько котируется и уважаемая марка часов Зодиак. Ну, это такой хронограф. У него достаточно широкий ремешок, 24 мм. Мне кажется, это первые мои часы с ремешком 24 мм. Вот они достаточно массивные. Вот. Я думаю, что они не новые, то есть им лет 20 точно этим часам. То есть можно ли их отнести к винтажу? Может быть, можно. Ну вот. Это Swiss Made, кварцевый хронограф. Ну и раз мы закончили с винтажом, а я думаю, что мы с винтажом уже закончили, покажу вот эти часы. Это может показаться, что обычный Seiko 5, но у Seiko 5 же нет такой модели, у Seiko 5 ручного завода, а тут есть ручной завод. А также у Seiko 5 SNX 79 не должно быть стоп-секунды, а тут она есть. Все дело в том, что
эти часы я кастомизировал. То есть я их, можно сказать, проапгрейдил. Этим часам я заменил минеральное стекло на сапфировое. И механизм 7S26 я заменил на NH36. Так что у них теперь есть и стоп-секунда, и ручной завод. Вот такой апгрейд. А механизм 7S26 из них я установил, как я говорил, вот в эти часы и сделал из них кастомный SKX 007. Вот, они очень классные по внешнему виду, достаточно шикарно смотрятся, и они смотрятся дороже, чем есть на самом деле. Ну и осталось напоследок, это уже и не винтаж, это и нисколько классика, наверное, это вот мой Casio Lineage. Как вы видите, это часы аналога цифровые. У них есть как и стрелки классические, так и цифровой экран, который расширяется дополнительными функциями, что может показаться довольно удобным. Также у них есть солнечная панель, они заряжаются от источника света, и радиосинхронизация. Они получают сигнал синхронизации от радиовышки. Также это сапфировое стекло. Такие напичканные часы Casio. В последнее время я заметил, что я их не ношу, и у меня уже есть мыслишка их продать. Так что, возможно, они вылезут, и в следующем году их уже не будет. Ну и последние часы в моей коллекции — это вот амфибия. Это амфибия, классика. Я хотел, чтобы у меня в коллекции обязательно были амфибия. Мне кажется, это must have. Ну, по крайней мере, я так ощущаю, что мне нужна в коллекции амфибия. Они были в прошлом году тоже в моей коллекции. И просто мне очень понравилось, как Тедди Балдасари их показал. И вот я тоже захотел приобрести именно эту модель. Время подводить итоги, и в качестве моих планов на следующий год я точно решил, что продам эти Seiko и либо куплю другие Seiko более компактного размера, либо просто буду носить вот эти часы. Почему бы нет? Они симпатичные, и они с историей, то есть у меня с ними есть связь, потому что я их собрал, собственно. В прошлом году я поставил себе цель также сократить число своих часов, и на самом деле я очень удивлен, почему у меня в этом году достаточно много, потому что я продал за этот год не меньше десятка часов. То есть мне кажется, я продал порядка 12, может, часов, может быть, даже больше. Часы на самом деле не все задерживаются у меня. Какие-то часы у меня просто как текучки, то есть какие-то приходят, какие-то уходят, не все, далеко не все задерживаются в моей коллекции. Также у меня есть некоторое количество часов, которые я приобретаю для обзора. И не все, далеко не все из них задерживаются в моей коллекции. Я делаю обзор и продаю их. Поэтому я в этом году, до следующего года, постараюсь дальше пойти по пути сокращения моей часовой коллекции и продать некоторое количество часов, которые у меня здесь представлены. И, возможно, как и в прошлом году, продать несколько попроще и купить одни подороже, скажем так, или получше. Вот, я давно смотрю в сторону немецких часов, например, Sinn. Меня останавливает, конечно, их цена, а также тот факт, что за такие деньги в целом они не предлагают ничего особенного. Так что в целом мне достаточно трудно оправдать покупку таких часов. А пока кандидаты на вылет у меня на вот эти Casio. Думаю, вот эти Кандино, я их не ношу, я думаю, с ними останусь. И Зодиак, скорее всего, я их продам. Возможно, вот эти и, возможно, Глейсин. Но Глейсин только при условии, что я куплю себе что-то взамен. Если нет, то я не буду с ними расставаться. Так что спасибо за просмотр и пишите ваше мнение, ваши отзывы в комментарии. Буду рад ответить на ваши комментарии, почитать ваше мнение.
Поэтому спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.